Однажды в школе Кайта встречает Ири, в которую влюблен, и она просит его купить ей чай. Он бросает все дела и бежит за чаем. Но внезапно на него нападает целая армия накачанных мужиков, и он теряет сознание. Очнувшись, он обнаруживает, что его связали, а те самые мужики показывают ему стриптиз, пока везут куда-то. Через несколько минут они выбрасывают Кайта из машины, и появляется девушка по имени Миюки, которая приветствует его. Она объясняет, что они похитили его, чтобы избежать скандала, и отпускает его, а Кайта возмущается, что его похитили. Он спрашивает, где он, и Миюки объясняет, что они в специальной школе для девочек из богатых семей, где их учат традициям классической японской культуры. Когда они заходят внутрь, Миюки объясняет, что Кайта будет учиться в этой школе, а его документы уже оформлены родителями. Кайта в шоке спрашивает, не шутка ли это, но Миюки игнорирует его вопрос и продолжает. Когда они приходят в кабинет директора школы, Миюки рассказывает, что в последнее время возникла проблема. Внезапно появляется Саюри, директор школы, и извиняется за то, что похитила его. Кайта не впечатлен и спрашивает, зачем, и Миюки объясняет, что после окончания школы девушки сталкиваются с реалиями внешнего мира и превращаются в Рекс. Из-за этого школа приняла решение выбрать Камида в качестве образца для подражания среди простолюдинов. Камида, растерявшись, спрашивает, что это значит, и Майори объясняет, что это способ приучить девушек к общению с простолюдинами. Камида спрашивает, почему выбрали его, и Миюки отвечает, что его предпочтение к накачанным парням кандидатам. Камида в шоке спрашивает, о ком она говорит, и Миюки напоминает ему, что он всегда тусуется с парнями. После того, как Камида опровергает это, Миюки говорит, что ему придется жить вне школы, и что ему отрежут член, если он останется в школе, чтобы спастись. Камида кричит, что он любит мускулы. Вскоре после этого Кайдо представляют классу первогодок, и девушка по имени Ака внезапно вытаскивает его из здания и пытается поцеловать. Кайдо в шоке отталкивает ее и спрашивает, почему, и она говорит, что слышала, будто поцелуй с простолюдином может исполнить ее желание. Кайдо отчитывает ее за то, что она поверила в это, и тут появляются другие девушки. Внезапно Ака убегает, и девушки объясняют, что она никогда ни с кем не разговаривает в школе. Затем Миюки ведет Камида в его общежитие и советует ему наслаждаться пребыванием в его крошечной квартирке. Осматривая комнату, Камида замечает свою коллекцию произведений искусства, и Миюки предупреждает его о последствиях того, что он натурал. Внезапно Камида снимает свои работы со стены, оплакивая их утрату. Увидев это, Миюки спрашивает, правда ли, что он помешан на мускулах. Камида внезапно приходит в восторг, восхищаясь каждым накачанным мужчиной на свете. Пока он это делает, Миюки объявляет, что она будет его личной горничной, но добавляет, что ни за что на свете не станет ничего для него делать. Когда она уходит, Аке внезапно врывается в комнату и обвиняет Камида в том, что он ее обманул, потому что она много раз выполняла трюки, но не получила желаемого. Камида говорит, что никогда не думал, что она такая яркая, как черная дыра. Но когда она пытается на него наехать, она замечает его полку и спрашивает, что это за книги. Камида быстро отвечает, что это книги для простолюдинов, и Аке приходит в восторг. Тогда она говорит, что хотела бы научиться быть простолюдинкой, и случайно признается, что хочет стать самой популярной девочкой в классе. Удивленный Кимита говорит ей, что ей не нужно слишком стараться, чтобы стать самой популярной девочкой. Услышав это, Аке признается, что боится, что ее все будут ненавидеть, и хочет подружиться с другими девочками. Не зная, что ей сказать, Ката достает свою игру и объясняет, как в нее играть. Когда она это делает, Аке пугается и просит Камида научить ее быть простолюдинкой и объявляет, что она создает клуб простолюдинов, где они будут единственными членами. На следующий день Камида просыпается и видит, что Миюки смотрит на него и говорит, что лучше бы он не просыпался. Он в шоке встает и спрашивает, не нужно ли ей что-нибудь, но Миюки отвечает, что просто выполняет свою работу. Внезапно она снимает с него одежду, называя его слабаком, помешанным на мышцах. Чтобы скрыть свой член, Камида наклоняется и думает, что будет, если он перестанет притворяться. Вскоре после этого Камида выходит из школы и встречает Миюки, которая предлагает ему воспользоваться запасным выходом, чтобы избежать папарацци. Открыв дверь, он сталкивается с Ака, которая лишает его возможности незаметно уйти. После того, как Миюки предлагает другой маршрут, Ака спрашивает, почему он пользуется запасным выходом, как она, и добавляет, что это может быть намеком на то, что у нее есть потенциал стать такой же популярной, как он. Пока они идут, Ака напоминает ему о мероприятиях их клуба и спрашивает, почему он так странно молчалив.
Ката говорит, что он не привык, чтобы его сопровождала горничная. Услышав это, Ака достает блокнот, чтобы записать, а Ката предлагает рассказать ей о простолюдинах, пока она рассказывает ему о школе. Однако Ака говорит, чтобы он спросил Рейка, так как она староста. После этого Камида говорит, что он предпочел бы спросить ее. Удивленная Ака спрашивает, почему нормальный человек выбрал бы ее вместо Рейка. Камида объясняет, что в отличие от нее, Рейка излучает ауру элитной девушки, и это его нервирует. Внезапно Ака показывает ему свою сильную правую руку и сердито говорит ему убираться. Однако, пока Камида идет за ней, Рюка звонит ему и говорит, что искала его. Тем временем Ака отходит от них, и когда Рюка здоровается с ней, она краснеет. Риика спрашивает, может ли Кайдо уделить ей немного времени после школы, и приглашает его на приветственную вечеринку, пока Ака слушает. Затем она злится и уходит, заставляя Рюка задуматься, не сказала ли она что-то не то. Позже в классе Рюка решает несколько задач, впечатляя учителя и всех, кроме Ака. Вскоре после этого на уроке рисования цветов Риика хвалят за ее мастерство, а Айка выплескивает свой гнев и зависть на цветы. Через некоторое время на поле для гольфа Риика устанавливает новый рекорд по прыжкам в длину, удивляя других девушек, которые ее хвалят. Но когда приходит очередь Айки, она прыгает и показывает всем свою впечатляющую игру в гольф, поражая только Камида, который считает, что у нее есть талант. После ухода Айки Камида делает свой прыжок и, как обычно, заставляет девушек ахнуть, а Айка стоит рядом и дуется. Через некоторое время, когда они приходят на вечеринку, они смотрят меню, и Рико спрашивает Камида, что он хочет. Он отвечает, что хочет японскую еду. Тогда Миюки приносит ему чашку рамена и извиняется за опоздание, удивляя Камида, который спрашивает, не шутка ли это. Миюки объясняет, что слышала, что рамен в чашке – это обычная еда простолюдинов, но это злит Камида. Он отказывается от еды и просит Миюки убрать ее, но Рико, почувствовав запах, спрашивает, что это за рамен в чашке. Камида в шоке спрашивает, знает ли она о рамене в чашке, но Рико говорит, что только слышала о нем. Камида объясняет, что рамен в чашке – это быстро растворимый рамен, который нужно просто залить горячей водой. Девушки удивляются и задают Кайдо кучу вопросов о рамене в чашке. Чтобы ответить на их вопросы, Кайдо открывает чашку с раменом и говорит, что простолюдины часто его едят, поэтому девушки смотрят и изучают содержимое. Когда Кайдо предлагает им попробовать, Рико объявляет, что они все попробуют рамен из фарфоровых чашек. Через несколько секунд принесли блюдо, и дамы пришли в восторг, когда попробовали его. Позже Камида благодарит Рюка за приглашение и в ответ говорит, что просто любит устраивать вечеринки. Вскоре после этого, когда начинается танец, Рюка спрашивает, не хочет ли он потанцевать, и Камида соглашается. Когда они начинают танцевать, Камида удивляется, что у него есть навыки. Внезапно он теряет равновесие, и они кружатся в танце бесконечно. Однако Камида изящно ловит ее, когда они заканчивают танец. Вернувшись в общежитие, Ака обвиняет Камида в том, что он заставил ее ждать, но Камида говорит, что она должна была пойти с ним на вечеринку. Не обращая внимания на это, Ака объявляет, что пора в клуб, и спрашивает, что они будут делать в первую очередь. Пока он думает, Ака осматривает его полку и спрашивает, что это за книги. В ответ Камида объясняет, что это манга. Когда Ака берет одну из них и открывает, чтобы прочитать, у нее вскипает мозг. Она спрашивает, как ее читать, и Камида объясняет ей. Захваченная Ака читает мангу, пока не прочитает все книги на полке. Позже тем же вечером Ака спрашивает Камида, почему он не сказал ей, что у всех простолюдинов есть суперспособности. Услышав это, Камида удивляется, есть ли кто-то еще более наивный, а Ака мечтает стать супергероем. В этот момент Камида решает подыграть и проводит для нее ускоренный курс по превращению в супергероя. Через некоторое время Камида садится, а Ака пробует свои новообретенные способности, думая, что она действительно остановила время. Ака пугается и показывает Камида свои трусики. Однако, когда она пытается поцеловать его, Камида выходит из образа и получает пощечину за то, что притворялся. Позже, приняв ванну, Риика выходит из комнаты и сталкивается с Камида у двери. Камида в шоке. Он все понимает и приходит в ужас, когда осознает, что может произойти дальше. После того, как он убегает с места происшествия, Рейка решает, что он закончит то, что они начали. На следующий день в школе Камида надеется, что Рейка забудет о случившемся. Но когда их ставят в пару для обсуждения, она начинает говорить совсем не о том, чем они должны заниматься, и Камида удивляется. Некоторое время спустя в общежитии Кайдо он просыпается от того, что Миюки желает ему всего самого плохого. Когда она спрашивает, привык ли он к жизни в школе, Камида отвечает, что
что это не может произойти так быстро. Внезапно Камида получает сообщение от мамы о горячем источнике. Он в замешательстве спрашивает, что это значит, и Миюки объясняет, что его родители дали согласие в обмен на ремонт дома и горячий источник. Камида в шоке от этого, и Миюки предлагает успокоить его родителей. Поэтому она берет его телефон и пишет сообщение о том, что они весело проводят время в окружении мускулистых парней. Камида в шоке выхватывает у нее телефон и удаляет сообщение. Затем он выходит во двор подышать свежим воздухом и отвечает на письмо мамы. В этот момент он замечает Хакасу, которая что-то пишет на памятнике на полу. Он подходит к ней, чтобы узнать, все ли с ней в порядке, но она внезапно начинает раздеваться. Камида удивленно смотрит на Хакау и видит, что она не соблюдает дресс-код. Он торопливо пытается прикрыть ее одеждой, но слышит, что к ним приближаются девушки. Он уводит Хакау, и через несколько минут они оказываются в его комнате в общежитии. Выразив облегчение от того, что их не застукали в такой неловкой ситуации, он смотрит на Хакау, которая смотрит на него как послушная Алекса. Видя, что она может простудиться, Камида помогает ей одеться, пока она представляется. Затем Камида отвечает на ее жест и спрашивает, впервые ли она его видит. В ответ Хакава говорит, что большую часть времени проводит в лаборатории. В этот момент у нее в животе раздается странный звук, и Хакава говорит, что у нее низкий уровень сахара в крови. Камида говорит, что это нормально, что она голодна. После этого он дает ей немного лапши быстрого приготовления, и пока она спрашивает, что это такое, Камида объясняет, что это обычная еда. Он пытается ее покормить, но Хакава берет миску и начинает есть. Когда она доедает, Камида предлагает ей добавки. Но Хакава ложится вздремнуть. Когда он пытается ее разбудить, она внезапно вскакивает как оживший зомби и продолжает писать, раздеваясь. В этот момент входит Ака и видит, что Хакава превратилась в птицу. Пока Камида пытается доказать свою невиновность, Ака видит, что трусики Хакавы висят на руке Кайдо и приходит в ярость. Через несколько минут Као провожает Хакаву обратно в лабораторию, где они встречают ее горничную. После его рассказа Сакамори благодарит Камида и говорит, что ей нужно сфотографировать записи Хакавы. Кайдо спрашивает, зачем. Горничная объясняет, что Эйнштейн, запертый в теле Хакавы, активно работает в разных областях. Кимита удивляется, а горничная добавляет, что она накормит Хакаву, но Кимита говорит, что он уже это сделал. Потрясенная этим, горничная устраивает скандал, и Кимита думает, что, возможно, он ошибся. Когда он поворачивается, чтобы уйти, Кикё останавливает его и просит остаться, но Кимида говорит, что всегда может зайти к нему в гости. На следующий день, когда Кимида гуляет с Рейко, она предлагает ему помощь в чем угодно, что ему понадобится, и это удивляет Кио. Внезапно появляется Карен и привлекает всеобщее внимание. Когда она подходит к Кио, он замечает у нее на поясе меч и задается вопросом, не из его ли списка она. Вдруг на лицо Камита садится жук, и Карен выхватывает меч, чтобы его прихлопнуть. Когда она понимает, что промахнулась, она отступает, а окружающие начинают говорить, что она страшная, потому что они думают, что она демон. Карен представляется и решает его наказать. Карен тут же бросается на Камита, и тот убегает, но Карен атакует, и он едва успевает увернуться. Разозлившись, что промахнулась, Карен активирует свою особую способность и создает вихрь, который срывает одежду с окружающих и обнажает их самое сокровенное. Увидев это, Камита оборачивается и удивляется, как она это сделала. Но Карен обвиняет в этом его. Внезапно его одежда тоже рвется. Карен бросается на него с мечом, но он уворачивается от ее атак. В этот момент Ката решает сразиться с ней лицом к лицу, бросается к ней и прижимает ее к земле. Когда Карен открывает глаза, Ката слегка приподнимает рубашку, обнажая запретный плод. «Мое время пришло». Затем Карен спрашивает, насколько он силен среди простолюдинов. Ката отвечает, что он не самый сильный. Разочарованная Карен корит себя за то, что проиграла самому слабому из простолюдинов. Но когда Камита говорит, что он не так слаб, как она думает, Карен падает на колени и признает его своим господином. После этого она обещает, что когда станет сильнее, она его бросит, и говорит, что до тех пор он может делать с ней все, что захочет. Позже в общежитии Аке раскрывает свой план устроить вечеринку, чтобы стать самой популярной девушкой в классе. Но Кайта не разделяет ее энтузиазма. Она спрашивает, как ему ее план, и Кайта говорит, что для его осуществления ей понадобится много телефонов. Через несколько минут к ним присоединяется Хака и подтверждает, что у нее остались образцы телефонов в лаборатории. Пока Аке жалуется на навязчивость Хака,
К ним подходит Карен, и Камита спрашивает, зачем она пришла. Карен отвечает, что она его, пока не станет достаточно сильной, чтобы бросить его. Испугавшись, Камита умоляет сохранить ему жизнь, но Карен обвиняет его в том, что он сунул ей в лицо свою маленькую морковку. Пока они разговаривают, Аке жалуется, что другие девочки мешают им заниматься клубом, и выбегает из комнаты, когда понимает, что сказала. В этот момент она видит горничную с посылкой у двери. Вскоре она забирает посылку, открывает коробку и находит там телефоны образцы Хаку. Затем Кимида предлагает Аке выбрать один, и когда она выбирает, они делают совместное фото. Несколько дней спустя Рейка и ее помощники подходят к Кимида, чтобы пригласить его на чаепитие после школы. Когда она случайно проговаривается, что встреча будет в ее комнате, Рейка паникует и добавляет, что в этом нет никакого скрытого смысла. После этого, когда она говорит, что они могут обсудить это в другой раз, он делает шаг вперед и почти раскрывает причину их приглашения. Но Рюка останавливает ее и спрашивает, есть ли у Камита планы на вторую половину дня. Услышав это, Камида говорит, что он свободен, и Рюка просит его не опаздывать на вечеринку. В этот момент Рюка хватает его за руку и напоминает, что у них с ним были планы после школы. Поэтому она вытаскивает его из класса и спрашивает, не забыл ли он про их клуб и про их планы. Она спрашивает, не собирается ли он просто так прийти к ней в райские врата. Камида удивленно отвечает, что нет. Тогда Айка говорит ему, чтобы он поскорее заканчивал и возвращался, потому что им нужно подготовиться к ее плану. Камида возвращается, чтобы извиниться перед Риико, а она делает вид, что все в порядке. Вскоре после того, как они выходят из класса, друзья Рюка обсуждают, что происходит между Ката и Ака. Однако Рюка объясняет, что Камида должно быть играет роль психотерапевта Сака, потому что она переживает из-за их плохих отношений. Пока она придумывает оправдание, чтобы не чувствовать себя неудачницей, Ки замечает, что Айка проводит слишком много времени в комнате Кайдо для сеанса психотерапии. Услышав это, Риика начинает ревновать, но сохраняет самообладание. Тем временем в комнате Кайдо, пока они планируют вечеринку, Ака говорит, что хотела бы, чтобы на вечеринке была обычная еда. Поэтому Кайдо предлагает купить сладости, потому что они дешевле и их можно купить в круглосуточных магазинах. Услышав это, Ака воодушевляется и решает, как назвать вечеринку. Вдруг она достает костюм и, глядя на него, думает, будут ли дамы довольны. В это время друзья Рико обсуждают драму в классе и говорят, что Камида и Ака могут быть парой. Когда Ки добавляет, что они могли попробовать друг друга во время одного из сеансов психотерапии, Рюка вспыхивает и просит их замолчать. Ее друзья испуганно смотрят на нее, и Рюка встает и поспешно уходит. В этот момент появляется Камида и спрашивает, что случилось, когда замечает, что Кей плачет. Он понимает, что должно быть что-то произошло с Риико, и идет к ней в комнату. Когда он спрашивает, что случилось, Риико сквозь слезы говорит, что не может ему рассказать. Камида спрашивает, не связано ли это с ним, и Риико внезапно открывает дверь и говорит, что нет. Но когда она замечает, что Камида смотрит на ее ракеты-близнецы, они оба оборачиваются. Затем они садятся в ее комнате в общежитии, и Риико рассказывает, как она накричала на Кея. Когда она спрашивает, что ей теперь делать, Камида встает и говорит, что пусть это будет на его совести. Вскоре Камида возвращается в свою комнату и с удивлением обнаруживает, что его ждет Эйка. Она спрашивает, как дела у Риико. Камида удивляется, откуда она знает, и Ака признается, что следила за ним. Когда Кайдо говорит ей, что Риико в депрессии, Ака спрашивает, есть ли у него какие-нибудь идеи, как это исправить. Камида объясняет, что они могли бы устроить какое-нибудь мероприятие, чтобы разрядить обстановку, а Ката спрашивает, что они могут сделать, чтобы все помирились и поцеловались. Ака говорит, что есть один способ, и показывает на вещи, которые они приготовили для ее вечеринки. Ката напоминает ей, что это для ее вечеринки, но Ака говорит, что это единственный выход, и настаивает, что все будет хорошо. Услышав это, Камита хвалит ее за то, что она хороший человек. Но Ака внезапно меняет тон и объясняет, что она жертвует своей вечеринкой только потому, что ей будет еще хуже, если в классе будет царить уныние. Когда Комода настаивает, что она хороший человек, он понимает, что ошибался на ее счет. На следующий день в школе Камита благодарит девушек и объявляет, что они устраивают вечеринку, потому что он хочет, чтобы они почувствовали себя обычными девчонками. Внезапно появляется Рюка, одетая как Аджару. Ее подруги удивляются, неужели это она, и Рюка продолжает играть свою роль. Затем Камита объясняет, что он одел Рейка так, чтобы показать девушкам, как выглядит Аджару. Девушки восхищаются ее волосами, ресницами и губами. Пока они удивляются, какая она сексуальная, Рейка достает телефон и просит их заглянуть в свои парты. Они находят там спрятанные телефоны.
После этого Риика просит их проверить сообщение и находит извиняющееся сообщение от Рейка. Она извиняется перед всем классом и перед Ки за то, что говорила с ней грубо. Ки винит себя за то, что была недостаточно вежлива. Чтобы загладить вину, Рейка предлагает сделать совместное фото и подходит к Ки, чтобы сделать его. Затем Рейка отправляет фотографию на другие телефоны, чтобы показать девушкам, на что способны телефоны, и просит их сделать совместное фото. После этого Риика благодарит Камида за то, что он устроил для нее замечательную вечеринку, и говорит, что очень счастлива. После недолгого молчания Камида признается, что вечеринку устроила не он, а Айка, и это удивляет Риика. Он объясняет, что Айка хотела подружиться с ней и другими девушками, но отказалась ради нее. Риика плачет и бежит в комнату Айки. Там она переводит дыхание и говорит Ае, что ненавидит ее. Айка, удивленная, злится и говорит, что это она должна благодарить Рейка. Внезапно они начинают ссориться и говорят друг другу, как сильно они друг друга ненавидят. В это время Камида приходит в себя и видит, как они трутся друг от друга бедрами. Когда он наконец приходит в себя, то просит их перестать ругаться, но получает удар подушкой. После ухода Рейка Айка говорит, что больше не хочет с ней общаться, потому что ей нравится играть в игры и читать мангу. И тут она признается, что ей нравится проводить время с Кимида, Карен и Хакуа. Кимида спрашивает, не хотят ли они потусоваться, и Хакуа подтверждает это. Но Карен говорит, что не хочет общаться с такими, как они. Кимита спрашивает, зачем она пришла к нему, и Хакуа протягивает ему заявление о вступлении в клуб. К удивлению, появляется и Рейка с таким же заявлением. Камита спрашивает, почему они все хотят вступить в клуб, а Айка возражает против того, чтобы Рейка присоединилась к ним. Но Камита говорит, что для него честь видеть ее в клубе. Айка злится и говорит, что ей лучше устраивать чаепитие и болтать с остальными одноклассниками. Пока они спорят, трусы Хакуа падают на голову Кайдо, и они замечают, что она что-то пишет. В этот момент заходит Миюки и видит, что в комнате Кайдо беспорядок, поэтому она достает ножницы, чтобы кастрировать его. Но Камита внезапно приходит в себя и просит Миюки не сомневаться в его извращенности. Позже Камита просыпается и видит, что Хакуа спит в его постели. Он удивлен, будет ее и спрашивает, не пришла ли она в гости. Когда она отвечает, что пришла, он помогает ей одеться и слышит, как урчит ее живот. Он заглядывает в холодильник и видит там только картошку. Затем он спрашивает Хакую, не хочет ли она картофельных оладий, и она отвечает, что ей все равно, что он приготовит. В этот момент Каита начинает готовить, и Хакуя предлагает ему помочь. Через некоторое время нижнее белье Хакуи падает на Каита, и он видит, что она снова что-то пишет, поэтому быстро прикрывает ее. После того, как еда готова, Хакуя пробует ее и говорит, что это вкусно. Вскоре после этого Хакуя читает загадку из своей книги и дает ответ. Кайта говорит, что она, наверное, узнала это в детском саду, но Хакуя говорит, что не помнит этого. Когда Кайта спрашивает, чем она занималась в детстве, Хакуя отвечает, что она делала роботов и рисовала схемы процессоров. Услышав это, Каита загадывает Хакуя несколько загадок, но так как она не может их отгадать, она бьет Каита. Позже, когда Хакуя приходит к Каита, они встречают его маму, которая удивляется, увидев их вместе. Но Хакуя говорит, что хочет остаться с Каита, а он наклоняется и говорит, что она может прийти к нему завтра. Когда дверь в ее комнату открывается, Каита видит плюшевого Каита на кровати Хакуи, но она быстро отталкивает его и закрывает дверь. Тем временем на встрече с Карен и Рико, Риика говорит, что Хакуя, кажется, проводит много времени с Каита. Карен отвечает, что Каита заслуживает того, чтобы его посадили в тюрьму, а Рико спрашивает, что об этом думает Аке. Внезапно Эке говорит, что Хакуя слишком прилипчивая с Каита и что она раздевается, чтобы привлечь его внимание. Что ты имеешь в виду? Кроме того, Риика говорит, что смотреть, как Каита кормит Хакую, грустно. Тем временем Карен говорит, что завидует Хакуа и хотела бы избавиться от Камида, поэтому предлагает отделить Хакуа от Камида, пока он не начал пользоваться ее слабостью. Через некоторое время в комнате Кайдо дамы ждут прихода Хакуа, и когда она приходит, она ищет Камида, но Риика говорит, что он ушел по делам и вернется только вечером. Хакуа уже собирается уходить, но Карен останавливает ее, а Ака предлагает ей остаться с ними. Пока Хакуа читает мангу, дамы сидят и смотрят на нее как на диковинку. В этот момент Рика предлагает приготовить чай, и когда она его подает, Хакуа делает вид, что их не существует.
Карен говорит, что ест только тогда, когда ее кто-то кормит, и пытается покормить Хакуа, но та не обращает на нее внимания. Затем они просят Сакамори принести ей еду, и когда ее приносят, Хакуа ест, а они с удивлением смотрят на нее. Внезапно Хакуа отключается и начинает что-то писать, но дамы пытаются помешать ей раздеться и терпят неудачу. После этого, пока Хакуа спит, девушки спрашивают, как Кимита справляется с ее выходками, но Ака говорит, что с ним ей легче. Во время их разговора появляется Сакамори и говорит, что забирает Хакуа домой. Проснувшись, Хакуа говорит, что Кайдо нет рядом, и они просто друзья. По дороге домой Хакуа загадывает им загадку Кайдо, но когда Ака отвечает, она удивляется. На следующий день в комнате Кайдо он играет в игру, где разговаривает со мной анимированной девушкой с голосом Эри. Когда она обвиняет Кайдо в том, что он бросил ее больше, чем на месяц, он извиняется, но Марика говорит, что он больше не интересуется ею. Затем она спрашивает, что он чувствует к ней, и пока он признается ей в любви, входит Айка и спрашивает, что он делает, чем пугает Кимта. Он рассказывает ей об игре, и когда Айка говорит, что это отвратительно, он объясняет, что играет только потому, что его подруга озвучивает эту игру. Услышав это, Айка просит дать ей послушать ее голос, и Камида дает ей игру. Они немного болтают, и Айка влюбляется в нее. После этого Камида вызывают в кабинет президента, и он уходит, оставляя Айку наедине с ее новой подругой. В этот момент Риика заходит в поисках Ката, но спрашивает Айку, что она делает. В ответ Айка говорит, что она знакомится с новой подругой и просит ее уйти, потому что Кайдо нет рядом. Однако Риика говорит, что в комнате достаточно места для них двоих и хочет почитать книгу. Через некоторое время, когда Эйка спрашивает, почему Риика еще не ушла, Риика спрашивает, почему на всех полках лежат женские журналы, и интересуется, не для мужчин ли они. Раздраженная Айка говорит ей взять все, что она хочет, и пойти почитать в свою комнату. Риика спрашивает, почему Айка читает в комнате Ката, и говорит ей встать с кровати. Айка встает, но Риика в шоке, потому что видит ее нижнее белье. Айка называет ее культурной дурой и решает уйти из комнаты. Айка уходит, но Риика в панике говорит, что видит ее нижнее белье. Айка называет ее культурной дурой и уходит из комнаты. Взволнованная Рюка говорит, что это отличная идея, ведь она сможет побыть наедине с Кайдо, когда он вернется. Услышав это, Ака направляется к полке и берет другую мангу с девушками на обложке. Риика спрашивает, почему в коллекции Кайдо одни девушки, и Ака отвечает, что он культурный монстр, но Риика не соглашается, утверждая, что он джентльмен. Вскоре после этого Ака заглядывает в холодильник Кайдо в поисках закуски, но находит там бутылку колы. Пока они оба гадают, что это такое, Рюка предполагает, что это должно быть сок простолюдина, и они решают попробовать. Выпив, они оба выплевывают напиток, потому что он оказался странным на вкус. Обвинив друг друга в том, что они испортили свои платья, Ака снимает платье, говоря, что оно будет липким, если она его не снимет. Увидев это, Риика делает то же самое, обнажая свои внушительные торпеды. Когда она замечает, что Ака смотрит на них, Рюка спрашивает, что случилось, но Ака говорит, что ничего. Риика тянется к платью Ака, но та поднимает его и пытается отодвинуться. Внезапно она наступает на мангу, и они обе падают. После этого воздушные подушки Риика душат Ака, пока она пытается вдохнуть. Когда ей наконец удается выбраться из-под огромных шаров, Риика извиняется и спрашивает, не ранена ли она. Разозлившись, Ака говорит Риика убрать от ее лица оружие массового поражения, но Риика не хочет оскорблять своих близнецов, поэтому пытается раздавить Ака. Пока это происходит, в комнату заходит Камита и бледнеет, увидев их. Заметив мангу на полу, Камита поспешно выходит из комнаты, а девушки кричат, что он все неправильно понял. Позже в кабинете Саюри она сообщает Камида, что на следующий день они едут на экскурсию. Камида удивляется и спрашивает, куда именно, а Миюки объясняет, что в школе есть тематический парк, где девушки могут познакомиться с культурой простолюдинов. Когда они говорят, что парк называется «Страна шаманов», Камида пугается, не понимая, что это значит, и Саюри говорит, что он может присмотреть за девочками в стране шаманов. Камида удивляется, почему он и Саюри говорят, что в школе стало веселее с тех пор, как он пришел, и что он положительно влияет на учеников. Услышав это, Миюки говорит, что это только потому, что он любит водить машину с механической коробкой передач. Но когда Кимита пытается это опровергнуть, она напоминает ему о последствиях того, что он натурал. Позже, когда автобус подъезжает к стране шаманов, Ака пытается запомнить кое-что, а другие девочки хотят сменить обстановку.
Когда они выходят из автобуса, Камида подбадривает Аку, которая, кажется, замерзла, и говорит, что пора показать, чему она научилась в клубе простолюдинов. Когда они приезжают в страну шаманов, Миюки объясняет, что город был построен по образцу неприметного квартала перед железнодорожной станцией. Девочки приходят в восторг, и некоторые из них падают в обморок. Затем они осматривают город и удивляются, увидев настоящий пешеходный переход. Тем временем, когда Камида спрашивает Аку, нравится ли ей здесь, на него падает куча салфеток. Камида раздраженно спрашивает, почему это произошло, и Миюки спокойно объясняет, что это раздача салфеток, которая происходит возле железнодорожных станций. Кроме того, она объясняет девочкам, что салфетки не причиняют вреда, сколько бы раз ими не пользовались. Вскоре после этого они заходят в недорогой ресторан быстрого обслуживания Макдоналдс, где Миюки объясняет, как работает ресторан, и развлекает девушек. После этого девушки решают подождать, пока приготовят их заказ, но когда Миюки говорит, что еда будет готова через несколько минут, они пугаются и не понимают, как такое возможно. Тогда Миюки просит их сделать заказ, но девушки растерянно смотрят на нее. В это время Камита напоминает Аке, как он учил ее делать заказ в клубе для простолюдинов, и просит ее сделать заказ, чтобы он мог ею гордиться. Однако Ака не решается. В этот момент Рейка поднимает руку и подходит к стойке, чтобы сделать заказ. Когда официантка показывает ей меню, Рейка замирает от обилия вариантов. В это время Камида подбадривает Ака, но она не решается, и тогда он делает заказ за Рика. После этого Рика благодарит Камида за то, что он пришел ей на помощь. Позже, когда все девушки садятся за стол, Камида спрашивает, где Ака, и видит, что она ест одна за другим столом. Он игнорирует ее и, откусив кусочек бургера, сразу же попадает в рай. Пока девушки гадают, не откусил ли он себе язык, Камида слишком бурно реагирует и говорит, что бургер вкуснее, чем он привык. Тем временем в школе Хакуа по пути в общежитие Камида встречает его горничная и сообщает, что он уехал с другими девушками в Шаманландию. В Шаманландии девушки посещают игровой центр и удивляются разнообразию игр. Пока Рюка и ее друзья играют в плюшевую охоту, Кимита наблюдает за Акой, которая играет в другую игру. Но когда она устает, то садится в сторонке, и он подходит к ней и говорит, что скоро она получит то, чего хочет. В этот момент к Камида подходят близнецы и просят научить их играть в плюшевую охоту. Аке это не нравится, и она уходит за напитком. Вскоре Камида приносит близнецам плюшевых зверей, и пока они благодарят его, появляется еще одна девочка. Тогда он решает показать ей, как это делается. Но когда он прикасается к ней, она начинает играть в другую игру и радостно смеется, пока Кимита помогает ей поймать плюшевого зверя. Затем Кимита решает вернуться к Аке, но не находит ее за игрой. В этот момент к нему подходят другие девочки и просят научить их играть. Кимита соглашается и начинает танцевать к восторгу девочек. Он предлагает им попробовать, но после нескольких движений девочки сталкиваются друг с другом. Но пока девочки удивляются, почему у них ничего не получается, внезапно появляется Аке и идеально играет в игру, говоря им, что нужно сосредоточиться на движениях на экране. В этот момент одна из девочек присоединяется к ней и тоже начинает танцевать. Пока зрители смотрят, они в восторге от их выступления. Аке поздравляет другую девочку, но тут же прикрывает ей рот. Другая девочка хвалит ее за то, что она хорошо играет. Аке неловко, но другие девочки просят ее научить их, и Аке становится центром внимания. После этого Ака демонстрирует свои навыки простолюдинки, заказывая сложное мороженое и шоколад и развлекая своих поклонниц. Одна из девушек спрашивает, правда ли, что простолюдинки используют сложные заклинания, чтобы заказать кофе. Но Ака говорит, что это просто сложный заказ. Тем временем Рика наблюдает, как Ака привлекает к себе все внимание, к которому она привыкла, и ревнует. Вскоре после этого одна из девушек спрашивает, как нужно пить кофе. Стремясь продемонстрировать свои знания, Ака отпивает из чашки и обжигается, а Рика и другие девушки смотрят на нее. После того, как она успокаивается, Кимида спрашивает, переписываются ли девушки друг с другом по телефону, но они отвечают, что делают это только в общежитии, чтобы никто не узнал. Кимида спрашивает, переписывается ли Ака по телефону, но она говорит, что нет, и девушки предлагают ей написать сообщение. Вскоре после этого Ака становится звездой класса, а Рика дуется.
На следующий день, когда они идут в магазин одежды, Ака показывает другим дамам рваные джинсы и объясняет, что это модно. Впечатленные дамы говорят, что Ака такая же, как простолюдинка, а Рика и Камида подслушивают разговор. Видя, как хорошо Ака ладит с другими, Камида решает, что с ней все будет в порядке, и идет в другой отдел, где находит Карен, которая выбирает одежду. Карен смотрится в зеркало, нервничает и начинает вести себя странно. Однако, когда Камида говорит, что ей не нужно так стараться, Карен отвечает, что ее не интересуют такие нелепые вещи, как одежда, и что она вообще не хочет находиться в магазине. В ответ Ката говорит, что она может примерить, но Карен внезапно достает меч и готовится к бою. Ката напоминает ей, чем закончилась прошлая их стычка, и угрожает, что она исчезнет без следа. Карен нервничает, и Ката понимает, что может заставить ее делать то, что он хочет, поэтому приказывает ей раздеться. Карен тут же раздевается и неохотно говорит, что он может делать с ней все, что захочет, пока не будет удовлетворен. Не обращая на это внимания, Камита выбирает несколько нарядов и приказывает ей их примерить. Карен заходит в примерочную, и через некоторое время Кайдо приказывает ей открыть занавеску. Когда она это делает, Кайдо хвалит ее внешность и оценивает изгибы ее тела. Он представляет, как гонится за ней по всему миру, чтобы заполучить ее. Карен говорит, что у нее толстые и некрасивые бедра, но Камита возмущается и говорит, чтобы она никогда так о себе не говорила. Он признается, что ему нравятся ее бедра, и даже если весь мир будет против него, он будет говорить, что любит то, что видит. Карен в шоке смотрит на него, но Камита говорит, чтобы она всегда показывалась ему в этом наряде. Услышав это, Карен плачет, думая, что он может быть к ней неравнодушен. Но тут в ней просыпаются демоны, и она убегает. Позже ночью, когда Айка впервые пишет кому-то, она говорит Рика, что понимает, что доставляет ей неудобства, особенно тем, что они живут в одной комнате. Рика отвечает, что это не так. Но Айка говорит, что двое врагов в одной комнате – это катастрофа, и она будет рада, когда поездка закончится. Услышав это, Рика сдается и отвечает той же негативной энергией. Вскоре после этого Айка просит Рюка помочь ей с текстом для трансляции, который она пытается отправить другим девушкам. Когда Рюка говорит, что ей нужно поговорить об этом с Камида, а не с ней, Айка намекает, что это важный текст, который ей нужно увидеть. Чтобы привлечь внимание Рюка, Айка говорит, что именно поэтому она избегает всех. Услышав это, Рюка спрашивает, почему Айка хочет, чтобы она это увидела. И Айка объясняет, что поскольку она самая популярная девушка в классе, она, похоже, неплохо разбирается в людях. Впечатленная ее словами, Рика берет телефон и, проверив текст, говорит, что он слишком длинный. Предложив несколько изменений, чтобы текст выглядел лучше, Айка устает от правок. Когда она показывает его Рика, та читает и понимает, что Айка склонна говорить прямо. Из-за этого она обижала своих друзей в прошлом, поэтому решает больше не повторять этого, избегая людей. Прочитав пожелание Айки подружиться со всеми, Рика говорит, что она уже дружит с ними, и советует отправить текст. На следующее утро Камита просыпается и видит, что Миюки не хочет просыпаться. Пока он удивляется, как она справляется со своей работой, несмотря на то, что ненавидит его, Миюки говорит, что гордится тем, что она профессионал в своем деле. Камита удивляется и спрашивает, может ли она слышать его мысли, и она отвечает, что его мысли легко прочитать, потому что у него всего 5 нейронов. Позже за завтраком Камита замечает, что несколько девушек приглашают Аки на чаепитие, когда они вернутся в школу. Через некоторое время он подходит к Аки и поздравляет ее с достижением цели. Но когда Ака благодарит его за помощь, Камита говорит, что для клуба простолюдинов все кончено, потому что она создала его только для того, чтобы стать популярной. И теперь будет занята чаепитиями и другими клубными мероприятиями. Пока Ака размышляет над этим, подъезжают их лифты, и они расходятся. Через несколько минут Камита, который принимает ванну на свежем воздухе, видит, как к нему подходит Ака, и удивляется, что она здесь. Заметив друг друга, они оба пугаются, и Камита спрашивает, почему она здесь, ведь вчера у девушек было время. В ответ Ака говорит, что они решили снова сходить в баню. В этот момент приходят другие девушки и видят, что Ака одна в бане. Камита ныряет под воду, чтобы его не заметили. Девушки заходят в бассейн, а Камита думает, как долго он сможет там оставаться. Когда у него заканчивается воздух, он всплывает, чтобы вдохнуть, но Ака закрывает его своим телом и говорит девушкам, что ей хорошо. Тем временем Камита под водой удивляется, какое у Аки мягкое тело. Девушки обсуждают, насколько близки Ака и Камита, но она отвечает, что ничего интересного не происходит.
В этот момент Камита чувствует, что тонет и тянется за чем-то, но хватает одну из булочек девушки, думая, что это другая девушка. Девушка бьет Камита по лицу, и он теряет сознание. После этого, когда девушки выходят из бани, Ака говорит, что догонит их. Когда они уходят, она вытаскивает Камита и видит, что он без сознания. Она быстро пытается привести его в чувство с помощью искусственного дыхания. Пока она это делает, некоторые девушки возвращаются, чтобы посмотреть, что происходит, и пугаются увиденного. На следующее утро Камита просыпается и видит, что Миюки смотрит на него и задается вопросом, не уснул ли он в ванной. В этот момент Миюки сообщает ему, что у него есть 20 минут, чтобы собраться и выйти. Когда он выходит, Камита замечает, что девушки ведут себя странно, и подходит к Аке, чтобы спросить, в чем дело. Аке отвечает, что ходят слухи, что они встречаются. Камита удивленно спрашивает, как это произошло, но тут появляется Карен и прерывает их. Она называет Камита лжецом и бьет его кулаком. Позже в школе, когда одна из девушек выбегает во двор, она роняет полотенце, и Миюки предлагает ей новое. Когда девушка спрашивает, почему Миюки работает служанкой, хотя она из уважаемой семьи, та отвечает, что это не ее дело, и уходит. В ответ Миюки говорит, что это не ее забота, и уходит. Когда она заходит в комнату Камита, она целует его, а когда он просыпается, говорит, что лучше бы он не просыпался. Через несколько дней Аке интересуется гаданием и спрашивает Камита, как это работает. Он отвечает, что это можно сделать с помощью смартфона. Заинтересовавшись, Аке просит его показать, и он открывает приложение для гадания. Гадалка говорит, что Аке не умеет держать язык за зубами и обижает людей. После того, как гадалка советует ей быть внимательной к другим, Аке впечатлена точностью приложения для гадания. Камита замечает, что приложение также показывает ее счастливый цвет. Аке проверяет и вскоре появляется в зеленом наряде. Удивленный Камида спрашивает, что она делает, и она объясняет, что ей повезет, если она окружит себя зеленым цветом. Услышав это, Камида предлагает ей полностью покрыть себя зеленым цветом, поэтому Ака надевает зеленую маску и берет в руки зеленые растения. Увидев это, Камида предлагает ей потанцевать и покричать, пока она этим занимается. Смущенная Айка спрашивает, зачем, и он говорит, что танец приносит удачу простым людям. Итак, Айка начинает танцевать, а Камида подбадривает ее. Но тут дверь класса открывается, и Рейка, Хак и Карен смотрят на нее как на инопланетянку и удивляются, кто это. Позже в комнате Камита они пробуют приложение для гадания на Рейка. И оно показывает, что благодаря ее наблюдательности и аналитическим способностям она станет успешным менеджером. Когда гадалка добавляет, что она неустанно ищет романтических отношений, Рейка соглашается, что это правда. В этот момент Камита предлагает попробовать на Хакаве. И когда они это делают, гадалка говорит, что она умеет находить баланс между противоречивыми натурами и лучше всего подходит на роль следующего да Винчи. Пока они обсуждают приложение, Карен не соглашается и говорит, что не хочет участвовать в этой нелепице. Когда Камита спрашивает, не хочет ли она тоже попробовать, Карен говорит, что хочет узнать, чего она стоит как воин. Но приложение показывает, что Карен очень одинока и легкомысленно паникует и не справляется с задачами. Но есть и хорошая новость. Приложение добавляет, что ее улыбка помогает ей прощать других, и она совершенно не разбирается в романтических отношениях. Разозлившись, Карен говорит, что это неправда, но Камита не соглашается и говорит, что это так. Карен берет телефон, надеясь, что у нее получится другой результат, но видит тест на совместимость. Поскольку все девочки были заинтересованы в этом, Рейка предлагает им всем пройти тест на совместимость с Камида. Пока он размышляет, почему никто не возражает, он решает, что это будет их клубным заданием на сегодня. Затем они решают пройти тест по алфавиту и начинают с Ака. Приложение показывает, что у нее с Камита совместимость на 80 баллов. Гадалка говорит, что они были бы отличной парой, и Ака приходит в восторг и закатывает истерику. Но успокоившись, она говорит, что просто обрадовалась, потому что ее счастливый цвет сработал. Рейка просит Камида проверить ее, и приложение показывает, что у Рейка и Камида совместимость на 90 баллов. Услышав это, Ака морщится, а Рейка радуется, что заполучила единственного мужчину в их мире. Ака отказывается признавать результат, и Рико напоминает ей о ее показателе. Камида спрашивает Хакуа, не хочет ли она тоже пройти тест. Хакуа соглашается, и Камида запускает тест. Приложение показывает, что у Камида и Хакуа нет ни хорошей, ни плохой совместимости, потому что она странная.
Чтобы подбодрить ее, Камида предлагает заварить чай, но Хокуа отказывается. Кимита спрашивает Карен, не хочет ли она тоже пройти тест, и она соглашается. Гадалка говорит, что Кайдо умрет, если будет с Карен, потому что их совместимость равна нулю. Карен в ярости достает меч, напугав Кимита, который спрашивает, почему она злится. В этот момент Карен успокаивается и говорит, что не нужно быть предсказателем, чтобы понять, что они несовместимы. В этот момент Камта замечает, что он ошибся, когда вводил ее данные, и пытается снова. В этот момент приложение показывает, что Кайдо и Карен идеально подходят друг другу, их совместимость составляет 100 баллов. Предсказатель объясняет, что они идеальная пара, которая может быть духовно близка, но Рейка и Эйка протестуют, говоря, что приложение ошибается. Пока они спорят, кто из них прав, Хокуа говорит, что она голодна, и Камта предлагает приготовить ей картофельные оладьи, и они уходят. На следующее утро Камта просыпается от привычной утренней фразы Миюки и задается вопросом, не попал ли он в петлю времени. Затем Камта спрашивает, почему она всегда наблюдает за его пробуждением. Но Миюки отвечает, что не обязана отвечать на его вопрос. Затем она объясняет, что как горничная, приставленная к нему, она обязана будить его по утрам. Но поскольку она ненавидит свою работу, она решила наблюдать за ним, пока он не проснется. В ответ Камта говорит, что она неправильно выполняет свою работу, но Миюки достает свои огромные ножницы, чтобы заставить его замолчать. Испугавшись, Камта говорит ей перестать будить его, ведь у него есть будильник на телефоне, но когда Миюки угрожает сломать его телефон, он пугается. Выходя из комнаты, Миюки говорит ему одеваться и уходит. Позже, пока Камта наслаждается просмотром матча по рестлингу, появляется Карен и внезапно вспоминает совет предсказателя, поэтому она использует технику Бакумацу, чтобы впечатлить Камта. После этого она подходит к нему и говорит, что хорошо владеет только мечом. Конец. Камита смотрит на нее, не понимая, что это значит, и тогда Карен машет мечом перед его лицом и заставляет признать, что она потрясающая. Вдруг Карен замечает, что у Кайдо порвана куртка, и тащит его в свою комнату, чтобы зашить ее. Когда они приходят в комнату, Карен угощает его чаем и, пока ищет швейный набор, обвиняет Кайдо в том, что он пялится на ее рисовые лепешки. Наконец, она находит набор и приказывает Кайдо повернуться, пока он думает, что сейчас лишится головы. Вскоре, когда он поворачивается, то видит, что Карен одета в откровенный наряд, который он купил ей во время путешествия. Впечатленный, Камита любуется ею и делает комплимент. Однако Карен говорит, что она надела это не для него. Пока она зашивает его рубашку, Карен замечает, что Камита смотрит на нее, и когда она спрашивает почему, Кайдо говорит, что думает о том, какая из нее выйдет прекрасная невеста, чем шокирует ее. Закончив с рубашкой, она просит его снять и ее, но Кайдо отказывается. Разозлившись, Карен срывает с него рубашку и извиняется. Затем она осматривает его худую руку и удивляется, как он смог одолеть ее, несмотря на ее тренировки. Когда Камита хвалит ее за усердие, Карен, Хокуа и Рейка врываются в поисках Ката. Тем временем Ката и Карен прячутся в ее шкафу. Вдруг Камита замечает ее трусики и пугается, но его дружок берет верх, и он натыкается на упругие подушки Карен, и они вываливаются из шкафа. В шоке девушки спрашивают, что они делают, и Камита говорит, что это новый способ гадания. Позже, тем же вечером в лаборатории Хокуа, пока она ужинает, она смотрит на еду так, будто это кусок мела, и вспоминает слова гадалки о том, что она не подходит Кимита. В этот момент приходит горничная и спрашивает, почему Хокуа не ест, но пугается, увидев на тарелке Хокуа кулинарное произведение Камида. Вскоре после этого горничная рассказывает об этом другим горничным, и они радуются, думая, что Хокуа наконец-то становится взрослой. Одна из горничных предлагает пригласить Камида в лабораторию и рассказать ему о Хокуа. Однако одна из них говорит, что Хокуа нельзя об этом знать, поэтому они решают пригласить Кайдо в лабораторию. Позже в тот же день Ака спрашивает Кайдо, что такое кафе для горничных, и он объясняет, что это просто кафе, где работают горничные. Смущенная Ака напоминает ему о его словах о том, что у простолюдинов нет горничных, и спрашивает, почему они постоянно появляются в манге. Камита объясняет, что горничные в манге отличаются от горничных в школе. Кроме того, он говорит, что горничные – это то, чего больше всего хотят простолюдины, и девушки удивляются, правильно ли они его поняли. Риика спрашивает, нравятся ли ему горничные, и Камита говорит, что был в восторге, когда увидел так много горничных в школе. Услышав это, Риика предлагает им переодеться в горничных и узнать больше о кафе для горничных. Но Риика игнорирует это и решает пойти приготовить кафетерий. После этого девушки переодеваются в горничных и приветствуют Кимита как своего хозяина.
Немного понервничав, Риика возвращается к своему образу и решает проводить его к столику. Когда он садится, она протягивает ему меню и говорит, что он может сделать заказ, когда будет готов. Однако Ака замечает, что Риика не справилась с ролью, но поскольку все остальные думают иначе, она приходит в ярость и спрашивает Киму, что будет дальше. Киму показывает, как обычно ведут себя служанки после того, как обслужат гостей. Девочки с удивлением наблюдают за ним. Тем временем несколько служанок увидели, что происходит, и отправились в лабораторию Хокуа, чтобы сообщить ей, что Кайдо любит служанок. В кафе Ака показывает, что Кайдо их превзошел, и останавливается на середине, смутившись. Вскоре после этого, когда приходит очередь Карен, Хокуа выходит из сети и раздевается, заставляя Карен истекать кровью из носа. После этого Камита объявляет, что следующим занятием на их ускоренном курсе обучения будет пение и танцы. Услышав это, Риика говорит, что любит петь, и решает исполнить для них серенаду своим ужасным голосом. Когда она начинает петь, кафе сотрясается и все начинает рушиться. По совпадению, Хокуа снова выходит из сети, но Камита спасает ее от падающей люстры. В это время Ака пытается остановить Риика, но не успевает, прежде чем она берет ноту, от которой вылетает оконное стекло. Разозлившись, Ака говорит, что у Риика ужасный голос, но Риика не соглашается и просит Камита высказать свое мнение. В этот момент на него падает нижнее белье Хокуа, и он идет помочь ей одеться, но видит, что у Карен идет кровь из носа. В это время появляется Сакамори и удивляется происходящему хаосу. Через несколько минут, пока Камида и его помощницы-стажеры смотрят на все это как на что-то новое, настоящие горничные убирают беспорядок. Позже, в тот же день, когда Камида в одиночестве прохлаждается во дворе, появляется Сакамори и благодарит ее за помощь. Она предлагает ему посмотреть на работу горничных, и Камида соглашается. Когда они приходят в лабораторию Хаку, горничная предлагает показать ему, как все устроено. Они приходят в лабораторию Хаку и видят, что она работает. Она снова отвлекается и начинает что-то писать на доске. В этот момент в лабораторию заходит горничная, чтобы сфотографировать ее записи. Сакамори сообщает, что Камида где-то рядом, и горничная уходит, а Хаку идет поздороваться с ним. Сакамори предлагает Хаку провести для него экскурсию по лаборатории, и Хаку берет Камида за руку и ведет его в свою лабораторию, где она приводит мысли в порядок. Вскоре они начинают строить замки из песка, а горничные с удивлением наблюдают за ними. Когда они заканчивают, горничная снова появляется и сообщает, что пора обедать, и приглашает Камида присоединиться к ним. Он отказывается, но горничная настаивает, и они вместе идут в столовую. Когда приносят еду, горничная подает Камида и Хаку одну порцию на двоих, что удивляет Камида, и он спрашивает, можно ли им подать еду отдельно. Однако горничная говорит, что у них только одно блюдо. Камида в шоке указывает на другие блюда, но другая горничная внезапно опрокидывает их. Камида говорит, что это было сделано специально, и Сакамори объясняет, что стресс на работе должно быть сказался на ее психическом здоровье. Камида берет единственную ложку и кормит Хаку. Но когда он просит еще одну, горничные говорят, что у них только одна. Однако Камида указывает на лежащие рядом с ним ложки. Но служанка случайно задевает их, и Сакамори извиняется за нее. Так что Камида и Хокуа вынуждены были пить из одной чашки и есть одной ложкой, а служанки с удовольствием наблюдали за ними. Вдруг появляется Миюки, и служанки начинают вести себя прилично, а Кимита удивляется, насколько она могущественна. Затем она сообщает Сакамори, что компания, с которой они сотрудничают, прислала запрос на срочную проверку, но никто не обратил на него внимания. В шоке служанки начинают суетиться и исчезают, а Каоура Шикуа протягивает руку, но она игнорирует его и уходит. Позже Камита извиняется перед Сакамори за то, что задержался и разозлил Миюки. Но Сакамори говорит, что не стоит беспокоиться, и приглашает его зайти в другой раз. После этого служанки устраивают небольшую вечеринку в честь успешного выполнения своих планов. Тем временем подружки Кайдо не могут уснуть, поэтому они тренируются тому, чему он их научил в кафетерии. Через несколько дней Ака приходит в комнату Ката и видит, что он спокойно сидит. Удивленная, она спрашивает, не нужно ли ему что-нибудь, и удивляется, почему он говорит, что им лучше остаться вдвоем. Ката отвечает, что у него есть дело только к ней, и намекает, что поэтому он отменил все клубные мероприятия на сегодня. Кайта спрашивает, почему она нервничает, и добавляет, что они стали достаточно хорошими друзьями, и ей больше не нужно нервничать. Затем он садится на кровать и приглашает ее присоединиться. После этого Кайта протягивает ей подарок, и Ака удивляется. Она спрашивает, зачем он это сделал, и он отвечает, что просто хотел подарить ей это. Когда она открывает подарок, то находит желтый костюм. Итак, Камита объясняет, что поскольку она всегда просит его сделать ее популярной, он решил воплотить ее мечты в реальность. Затем он говорит, что она может стать популярной, если
если наденет костюм и будет использовать фразу приветствия. Ака, смутившись, спрашивает, что это за фраза, и Камита объясняет, что это приветствие между друзьями, которое стало популярным среди простолюдинов. Услышав это, Ака спрашивает, не очередная ли это его уловка, но Камита показывает ей Дэнди Сакана, изобретателя этой фразы приветствия. Затем он объясняет, что стал популярным благодаря этой фразе приветствию, чтобы еще больше заинтересовать Аку. Камита показывает ей статистику своей популярности, и она приходит в ужас, когда понимает, что его стиль стал вирусным. Затем он говорит, что Дэнди комик, и Ака спрашивает, что это значит. В ответ Камита говорит, что это человек, чья работа смешить людей. Вскоре после этого Ака надевает костюм, а Кайдо хвалит ее за то, что она похожа на Дэнди. В этот момент она пробует позу, но Камита поправляет ее, пока она не сделает все правильно. Пока она принимает разные позы, Камита фотографирует ее и показывает более сложные варианты поз. Благодаря тренировкам Кайдо и нескольким попыткам Аки, она идеально выполняет позу Луна, и Кайдо хвалит ее. Однако он думает, как сказать Аке правду, и представляет, как его бьют кулаком в загробной жизни. Но прежде чем он успевает собраться с мыслями, Ака выбегает, чтобы продемонстрировать свое новое умение. Чтобы остановить ее, Камита выбегает следом, но врезается в кого-то и вдруг понимает, что определяет части тела в темноте на ощупь. Пока он ощупывает ее бедра, Миюки спрашивает, что он задумал, и он пугается. В этот момент ему приходит в голову, что он должно быть под юбкой у Миюки. Поэтому он поднимается, чтобы высвободиться, и видит спрятанные сокровища Миюки. Испугавшись, что потеряет свое мужское достоинство, Камида извиняется. К его удивлению, Миюи уходит, не сопротивляясь, но останавливается и спрашивает, зачем он отдал Ака костюм. Камида отвечает, что это обычное дело в клубах для простых людей. Но Миюки подходит к нему ближе и говорит, что им движут самые примитивные инстинкты. В довершение всего она обвиняет его в том, что он ведет себя как мальчишка, который хочет понравиться девушке, которая ему нравится. Услышав это, Камида отрицает ее обвинение и говорит, что его интересуют только мускулистые мужчины. Успокоившись, Миюри уходит. Тем временем Риика идет по коридору и видит, как Ака бежит в этом наряде, и спрашивает, зачем он ей нужен. Ака отвечает, что это не ее дело, и убегает. Внезапно Риика становится любопытна, и она идет за Ака. Догнав ее, Риика спрашивает, зачем она надела этот странный наряд, и Ака объясняет, что это костюм известного комика. Внезапно она принимает позу, и Риика смущается. Ака объясняет, что это форма приветствия среди друзей, которую знает любой простой человек. Услышав это, Риика спрашивает, не Камида ли научил ее этому, и Ака подтверждает это и говорит, что он подарил ей этот костюм в качестве бонуса. Риика плачет от обиды и хвалит Ака за ее внешний вид, говоря, что завидует ей. В ответ Ака пытается утешить ее, говоря, что она попросит Камида подарить такой же костюм и Риика. Риика благодарит ее и говорит, что думала, что Ака сама придумала это приветствие. Но Ака опровергает это и рассказывает, что многие люди во всем мире так делают. Услышав это, Рейка шокированно пробует повторить позу, но Ака решает показать ей, как это делается. Рейка в восторге, говорит, что это так раскрепощает, и предлагает показать приветствие простолюдинов остальным. Тем временем Камида продолжает искать Ака и заходит в класс, где все девушки одеты в желтые костюмы. Он в шоке восклицает, а Риика объявляет, что они научили девушек здороваться. Затем Риика предлагает показать Камида, чему они научились. Позже в тот же день Риика направляется в комнату Камида, но останавливается у двери, услышав, как он по телефону говорит друзьям, что общаться с парнями гораздо лучше, чем с девушками, и что он скучает по запаху парней и чувствует себя одиноким. Рейка поспешно уходит. Вскоре после этого на встрече с Ака, Карен и Хакуа Рейка все рассказывает. Когда Ака спрашивает, значит ли это, что он скучает по мускулам, Рейка отвечает, что он сказал что-то в этом роде. Они решают придумать, как этого избежать. Внезапно Ака предлагает им стать парнями, добавив себе немного мужественности. Рейка спрашивает, есть ли у нее план, но Ака запинается, а Хакуа предлагает вести себя как Камида. Они соглашаются и начинают придумывать, как Камида себя ведет, и изо всех сил стараются подражать ему. Научившись подражать ему, Ака отмечает, что мужчины всегда подтянуты, и добавляет, что Камида любит мускулы. Услышав это, девушки соглашаются, и Рейка предлагает придумать стратегию наращивания мышц.
Вскоре после этого девочки просят горничную принести им костюм для косплея, но так как у них только один, они начинают спорить и в итоге решают сыграть в камень-ножницы-бумага, чтобы решить, кто будет его носить. В итоге выигрывает Айка и радуется, что ей достался костюм. Но другие девочки критикуют ее внешний вид и предлагают добавить какие-нибудь аксессуары, чтобы она выглядела более мужественно. Затем Риика вспоминает, что Кайдо говорил, что ему не хватает запаха парней, и спрашивает, как они могут получить такой запах. Хакуа предлагает попробовать приправу с мясным ароматом. Затем группа неудачников пробирается в комнату Камидо и старается выглядеть как можно мужественнее. Камидо раздражен и спрашивает, почему от них пахнет соусом и почему они ведут себя странно. Айка признается, что это из-за того, что он сказал, что собирается уйти из школы. Камидо удивляется, откуда они это взяли, и Риика напоминает ему о его словах о том, что его окружают девушки. В ответ Камидо говорит, что они выглядят глупо, и благодарит их за старания. Затем он уверяет их, что не собирается уходить. На следующий день Камидо возвращается в школу и встречает Риика, которая работает за столом. Он удивляется и спрашивает, что она делает, и она отвечает, что это своего рода волонтерская работа. Риика спрашивает, почему он вернулся в школу, и он отвечает, что забыл взять свой пенал. Услышав это, Риика говорит, что это странно, ведь он такой аккуратный. В этот момент ветер распахивает шторы, и они вместе любуются закатом. Через некоторое время Риика спрашивает, как выглядит небо в городе, и Камидо отвечает, что оно не такое чистое, как в школе. Когда Риика говорит, что хотела бы посмотреть, как выглядит город, Камидо не может оторвать от нее взгляд. Испугавшись, Риика спрашивает, почему он так смотрит, но Камидо быстро приходит в себя и говорит, что ничего такого не было. Тогда Риика говорит, что она не может увидеть небо над городом, и Камидо просит ее рассказать, что она задумала. Услышав это, Риика воодушевляется и спрашивает, не трудно ли ему дается урок по флористике. В ответ Камидо говорит, что скорее всего не справится. Тогда Риика предлагает провести с ним индивидуальный урок. Камидо удивляется и говорит, что это было бы здорово, и они договариваются о дате. Кроме того, Риика просит Камидо обращаться к ней по имени, но он беспокоится, что это будет неуместно. Риика умоляет его, и он решает подумать. На следующий день, когда все собрались в комнате Кайдо, Риика напомнила Камидо о его обещании, чем вызвало недоумение у других девушек. Риика обращается к Камидо и говорит, что это секрет между ними. Но это еще больше злит других девушек, и Карен угрожает превратить Камидо в безголового. Но он держится как настоящий товарищ. В этот момент Ака набрасывается на Риика и пытается выведать у нее секрет, но безуспешно. Внезапно приходят служанки и говорят, что мать и брат Риика ждут ее в кабинете президента. Риика удивляется и спрашивает, что случилось, но служанка говорит, что не знает. Когда Риика уходит, служанка добавляет, что внимание Кайдо тоже требуется, чем удивляет его. В кабинете президента Риика приветствует мать и говорит, что с ней хорошо обращаются. В этот момент Хаука переводит взгляд на Камидо, чем пугает его, и спрашивает, как его зовут. Затем Хаука говорит, что довольна образцом простолюдина, но Масами, брат Рюка, возражает, говоря, что с Рюка может что-то случиться. Масами спрашивает Рюка, все ли с ней в порядке, и она уверяет его, что с ней хорошо обращаются. Когда Масами говорит, что Рюка самая красивая девушка в мире, Кимидо реагирует на это, но Масами внезапно кричит на него и говорит, чтобы он держался от нее подальше. Раздраженная этим, Рюка говорит Масами, чтобы он извинился, иначе она с ним не будет разговаривать. В этот момент Миюки говорит, что Камито не может причинить девочкам вред, потому что он не интересуется девушками. Чтобы подыграть, Камидо хватает Масами за плечо, пугая парня, который отталкивает его руку. Масами говорит, что близость Кайдо вредит образованию Рейка. Однако Хоука приказывает ему замолчать и говорит, что он мешает. Обращаясь к Рейка, Хаука объявляет, что они договорились о ее браке с уважаемой семьей и забирают ее домой, чтобы выдать замуж. Шокированная Рейка смотрит на Ката, а Халко говорит, что рада знакомству с Ката. После этого Камито выходит из кабинета в подавленном настроении. На следующий день Ака объясняет, что школа была местом, где обычно искали невест, и добавляет, что их обучают быть невестами. Затем она спрашивает Камидо, почему он расстроен, и Камидо спрашивает, нормально ли, что Рейка внезапно сообщили о запланированном браке, игнорируя ее желание. Услышав это, девочки соглашаются, и Рюка спрашивает, собирается ли он разорвать помолвку Рюка. В ответ Камидо говорит, что его беспокоит то, что Рюка не хочет выходить замуж.
Позже, когда они вместе гуляют, они встречают Маэми, и Камида объясняет, что он брат Рейка. В этот момент Машами кричит на Камида, чтобы он удалил свой адрес электронной почты, но появляется Хаука и говорит, что они уходят. Затем Ака спрашивает, что они делали в клубе. Камида отвечает, что решение принимает Рейка. После этого жизнь продолжается как обычно без Рейка. Но однажды девочки обсуждают отсутствие Рюка, и Ака решает ей позвонить. Услышав это, Карен напоминает, что телефоны работают только в школе. Хакуа делает свое дело и включает все телефоны. Позже вечером Ака звонит Рейка и спрашивает, что они могут сделать, раз уж ее семья приняла решение. В ответ Рюка спрашивает, что думает Камида, и Ака говорит, что он считает это неправильным. Когда Ака спрашивает, что она собирается делать, Рюка отвечает, что у нее нет выбора, и она должна стать такой же, как ее мать. Затем Рейка говорит, что ей нравилось ссориться с ними, и обещает как-нибудь прийти в школу. Внезапно Ака злится и говорит, что она против помолвки Рюка. В ответ Рюка со слезами на глазах говорит, что не хочет уходить из школы. На следующий день Ака странно себя ведет, и Камида спрашивает, что случилось. Он говорит, что Рюка не хочет уходить из школы и расставаться с друзьями. В этот момент входят Хакуа и Карен предлагает обратиться напрямую к Рюка. Пока они думают, как это сделать, Камида говорит, что Мауи пытался передать ему письмо, потому что он тоже против помолвки. Пока он сокрушается, что не получил письмо, Хакуа сообщает, что оно у нее, и показывает им сообщение от Мауи, в котором говорится, что они должны встретиться с ним в его машине. Позже той же ночью Камида и его команда пытаются незаметно выбраться из школы, но их ловит Миюки. Однако, когда она спрашивает, зачем они это делают, Камида отвечает, что это потому, что Рюка член клуба. Поэтому она отпускает их, и они садятся в машину Масами. По дороге, чтобы разорвать помолвку, Кимита спрашивает, почему Масуми решил им помочь, и говорит, что не может нарушить помолвку, потому что он член семьи. После этого он говорит, что теперь судьба Риика в их руках. Вскоре после этого они останавливают машину на некотором расстоянии от дома семьи Риика, и Мисама осматривает охрану в бинокль. Затем он передает бинокль Камида, и тот, осмотревшись, понимает, что здание охраняется. Когда Кайдо спрашивает Маои о плане, Масуми объясняет, что он отвлечет охрану, пока Кимида проберется внутрь. Услышав это, Камида говорит, что это самоубийственная миссия. Но Карен говорит, что может помочь, потому что у них деревянные мечи. Внезапно Карен достает свой меч и бросается на охранников. Она подбегает к ним, представляется и атакует, вызывая землетрясение, которое уничтожает охранников. Пока она размышляет, куда делись охранники, Карен активирует свой огненный меч и наносит удар, который разрушает стены особняка. Однако, когда они пытаются войти, появляются новые охранники, и Карен говорит друзьям уходить, пока она разбирается с ними. Внезапно Карен вызывает вихревую атаку, которая уничтожает охранников, а ее друзья проникают в особняк. В этот момент их останавливает Тамия, глава охраны, и пытается убедить Масоми отказаться от свадьбы. Масоми раздраженно отказывается и пытается напасть на Такию. Вскоре после этого они вступают в ожесточенную схватку, а Кимида и его друзья тем временем пробираются в здание. Пытаясь найти дорогу, они сталкиваются с дронами-охранниками, и Ака разбивает вазу и бросает осколки в дронов. В этот момент ее меткий выстрел сбивает целый отряд дронов, и они поспешно продолжают поиски. Однако на их пути появляются взрывозащитные двери, которые пытаются их остановить, но им на помощь приходят двое мускулистых мужчин. Вскоре они добираются до комнаты управления, где Хакава делает свое дело и отключает протокол безопасности. Затем они сталкиваются с гигантским роботом, который пытается их раздавить. Но внезапно появляется Карен и спасает их. Пока они уворачиваются от атаки робота, Карен запрыгивает на него и наносит удар, отключая робота. Однако атака стоит ей наряда, поэтому Камида накидывает на нее свой пиджак. Через несколько мгновений Хакава перепрограммирует несколько мертвых дронов и использует их, чтобы быстро доставить Камида в комнату, где проходит помолвка. Войдя в комнату, Камида пытается отдышаться, а Хаука представляет его как друга Рюка из школы. Затем она благодарит его за беспокойство о Рюка и говорит, что они заняты, но позже найдут время для него. Однако Камида повышает голос и говорит, что против свадьбы. Когда Хаука спрашивает почему, Кимита отвечает, что Рюка не хочет этого, но Хаука объясняет, что Риика понимает, насколько важна эта помолвка для семьи.
Однако Камида настаивает, что Рика не хочет выходить замуж, но Хаука говорит, что это не важно, потому что она понимает свой долг и готова отказаться от себя ради семьи. Кроме того, Хаука добавляет, что он не ожидает, что она это поймет, ведь она всего лишь простолюдинка. После неловкой паузы Кимита объясняет, что за время, проведенное с девушками, они подружились. Поэтому Кимита говорит, что ему было больно разрушать их дружбу, разлучая их с Рейко. Не обращая внимания на его слова, Хаука говорит, что Рейко смирилась со своей судьбой, но Ака внезапно встает и говорит, что это неправда. Она объясняет, что поняла от своих подруг, как важно делать то, что хочется, и со слезами на глазах просит подождать, пока Рейко не смирится с ситуацией. Но когда они начинают умолять Рейко, Масами присоединяется к ним и тоже начинает просить. Однако, когда Хаука решает выгнать их из комнаты, Рейко встает и объявляет, что уходит из семьи. Удивленный Хаука объясняет, что это лишит ее всех привилегий, которые дает принадлежность к знатной семье. Когда она говорит Рика, что та станет бродяжкой на улице, Камида предлагает забрать ее к себе домой и поговорить с родителями. После того, как Камида обещает сделать все возможное, чтобы она была счастлива, Рика берет его за руку и принимает предложение. Она кланяется родителям и благодарит их за все, что они для нее сделали. Увидев это, отец Рейка одобряет ее решение, и родственники объявляют, что их сын решил вернуться в школу. Когда они уходят, Хаука истерически смеется и говорит, что Рейка может выйти замуж за кого захочет. Рика взволнованно благодарит свою мать, а Хаука просит Кио заботиться о ней всегда, чем удивляет Кио. Затем Хаука говорит, что они поженятся, ведь он только что сделал ей предложение. Внезапно Камида понимает свою ошибку и хочет забрать свои слова обратно. Тем временем Рико радуется, что познакомится с родителями Камида. Чтобы избежать неловкости, Камида напоминает им, что он всего лишь простолюдин, но Хаука говорит, что будет рада видеть его своим зятем, чтобы она могла издеваться над ним сколько захочет. Камида нервничает, услышав это, а Ака и Карен протестуют против их помолвки. Однако, когда Хаука говорит, что все уже решено, Масами нападает на Камида, но тот уворачивается, чтобы спасти свою жизнь. Внезапно Масами бросается на него, заявляя, что не позволит такому извращенцу, как Камида, забрать его сестру. Позже в школе Камида извиняется за то, что обманул ее своим предложением, но Рика говорит ему поднять голову и говорит, что это она виновата в том, что поспешила с выводами. Кроме того, когда Рика говорит о том, как ей неловко и что она чувствует по этому поводу, Камида винит себя в том, что был слишком настойчив. Однако Рика подходит к нему ближе и говорит, что это неправда. После неловкого молчания в комнату заходят остальные члены клуба простолюдинов, чтобы испортить момент. Затем Ака спрашивает, почему они одни в закрытой комнате, и Камида говорит, что в этом нет ничего плохого. Тогда Айка объявляет, что у них собрание клуба, и когда все садятся, Рика спрашивает, правда ли, что Камида хочет забрать ее, если она отречется от своей семьи. Камида отвечает, что правда. Тогда Рика говорит, что ей, возможно, придется сбежать из дома. Разъяренная этим, Айка решает образумить подругу, но Рика говорит, что это не ее дело.